Глава 66. Эксцентричные правила. Великодушное отношение вице-лидера секты Ма делало ясным для Ханьли, что пока условия, на каких он воспитывался, не были чрезмерными, секта, скорее всего, будет их выполнять. С помощью секты его ожидаемая цель может быть легко достигнута. Но опять же, такое щедрое лечение нечасто встретишь в секте Семи Тайн. Было очевидно, что руководители секты были полностью осведомлены о важности талантливого бога медицины для культиваторов в Цзинху. В результате Хань Ли не удержался и попросил долину руки бога для своей личной резиденции. Он утверждал, что он не хотел, чтобы посторонние мешали ему в долине в то время, как он исследовал и изучал искусство врачевания. Это условие не было, естественно, принято главой секты Ма. Лидер секты, наверное, хотел подружиться с Хань Ли и неожиданно взял на себя инициативу предложить ему молодую и хорошенькую девушку, чтобы обслуживать его ежедневные потребности. Хань Ли, внезапно столкнувшись с этой неожиданной разменной монетой, почувствовал, как его сердцебиение ускорилось, и как только он был молчаливо согласен, он успокоился и подумал обо всех тайнах, которые он скрывал. Немного огорченно, Хань Ли отклонил предложение. Действия Хань Ли вызвали уважение и восхищение со стороны вице-лидера секты Ма. Он продолжал хвалить Хань Ли, заявив, что в столь юном возрасте Хань Ли был довольно симпатичным, и что если бы у вице-лидера секты Ма была дочь, он хотел бы выдать ее замуж за Хань Ли. Хань Ли не знал, смеяться или плакать при этих словах, потому что он не отвергал женское обаяние, он лишь не мог себе его позволить на данный момент. И вот так вся долина руки бога стала частной территорией Хань Ли. Посторонним не было позволено входить. Что касается посетителей, Хань Ли специально поместил большие часы у входа в долину. Неважно, кто хотел встретиться с Хань Ли, им просто необходимо ударить в часы, и Хань Ли незамедлительно покинет долину, чтобы встретиться с ними. Это эксцентричное правило было написано жирным шрифтом рядом с часами. Даже нескольких средних членов верхнего ранга не могут избежать этого правила. Причина, по которой Хань Ли установил это эксцентричное правило, полностью исключить последнюю возможность раскрыть его секреты. Пока никто не вломился в горную долину, Хань Ли мог гарантировать, что никто лишний не узнает свойства небесной бутылки. Это правило не является проблемой для учеников нижнего звена, но это вызвало недовольство у многих высокопоставленных членов. Они считали, что Хань Ли слишком высоко себя ставит, не зная меры. Даже доктор Мо не был таким надменным, так как можно, чтобы Хань Ли, ученик, который только что закончил свое ученичество, осмелился действовать так дерзко, но после того, как Хань Ли спас кого-то, кто перенес тяжелые и опасные для жизни ранения, находясь на пороге смерти, и помог в его восстановлении, все признаки жалобы исчезли без следа, и никто не был против его эксцентричного правила. Никого не хотел обидеть кого-то, кто может спасти его жизнь бесчисленное количество раз, как бога медицины за небольшой и тривиальный вопрос. Они, естественно, полагали, что заставлять посетителей позвонить в звонок, чтобы встретиться с ним, было странной привычкой уникального темпераментного лекарственного бога. Дни шли один за другим, и даже старейшины секты постепенно следовали правилу Хань Ли, когда они хотели обратиться за медицинской помощью. Они посылали кого-нибудь часов позвонить Хань Ли. Эксцентричные правила долины руки бога постепенно превратили Хань Ли в легенду секты Семи Тайн. Что было нелепым, ведь он даже не попал в секту. Он не имел высокую должность, он не проводил никакой позиции силы. Он был по-прежнему низкого рейтинга ученика. Но опять же, кто видел такого популярного ученика в секте? Даже старейшины секты, которые приезжали к нему, обращались к нему как к доктору Хань. Немногие люди решились напрямую обратиться к Хань Ли по его имени. Разумеется, это не относилось к Ли Фэю, известного как старшего ученика Хань Ли. Ли Фэю все еще холодно и отстраненно поддерживал его распоряжение в присутствии других людей, но он каждый раз, когда он увидел, что Хань Ли, он становился небрежным и беззаботным. В его лице Хань Ли не изменил своей новой личности в качестве бога медицины, в отличие от Фэти Вэн и других учеников, которые стали относиться к нему более уважительно. Не было никаких следов вежливости,
когда Ли Фэю обращался к Хань Ли по имени. Это заставило Хань Ли быть немного благодарным. Он еще не привык к жизни в одиночестве. Просто, думая о выражении Ли Фэю, когда он смеялся, Хань Ли не мог сдержаться, чтобы не вспомнить лицо другого человека. Недавно он неожиданно встретил кого-то, кто уже ездил несколько лет назад в одном вагоне с Хань Ли в горы. Теперь люди секты из 7-го высшего дивизиона Вуянь заразились странной болезнью, которая была неизлечимой для всех врачей. В конце концов, не было выбора, кроме как использовать имя вице-лидера секты Ма, чтобы обратиться за помощью к Хань Ли вылечить его болезнь. Память Вуянь был довольно хорошей, и когда он познакомился с известным врачом Хань, он узнал с первого взгляда, что он был одним из детей, которые приехали на том же лафете, его. Хань Ли. Его лицо с потрясенным взглядом доказало, что он еще помнит этот день. В тот год отношения Вуянь и Хань Ли были не очень хорошими, даже немного подлыми. Увидев несуразный вид Вуянь, Хань Ли посмеялся внутри себя. Его навыки в лечебной медицине значительно улучшились, так что Вуянь оправится от своей болезни через 2 дня. Период восстановления, однако, большое количество назначаемых лекарств заставило страдать Вуянь еще больше. Таким образом, Хань Ли слегка отомстил ему за мерзкий характер. Хань Ли не был столь великодушен, каким он казался. Хань Ли медленно сменил позицию доктора Мо на горы, и даже считалось, что это один ярус выше доктора Мо. В долине Руки Бога Хань Ли хотел взять бутылочку, положить ее в пустое место в долине, и это позволило образовываться загадочной зеленой жидкости каждые 7-8 дней. С загадочной зеленой жидкостью он бы ускорил рост редких и древних трав, которые он будет применять в медицине с особой тщательностью. Только небольшая часть этих трав использовалась на тех, кто посетил его, чтобы обратиться за медицинской помощью. Большинство трав были взяты и использованы лично для Хань Ли. Он будет использовать их, чтобы развивать и совершенствовать юань-ци и культивировать стиль вечной весны. Хань Ли аккуратно сел в кресло покойного доктора Мо, чтобы найти более удобное положение. Хотя кресло, на котором он сидел, было действительно доктора Мо, это место было не только домом доктора Мо, но и местом жительства Хань Ли. Он взял все предметы, которые ему пригодятся от доктора Мо, и без тени вежливости, используя их как свою собственность, перенес их в свою резиденцию. Что касается позиции, в которой Хань Ли сидел, даже если кто-то видел его неуважительные действия, они не смогут ничего делать, потому что в их глазах нынешний Хань Ли стоит намного выше доктора Мо. Это было на удивление очень реалистично и практично. Дом доктора Мо был намного больше, чем Хань Ли, так что переезд в больший дом был бы более подходящим. К сожалению, Хань Ли подумал, что жить там было немного странно. В конце концов, он был основной причиной смерти доктора Мо. Нагло живет в доме того, кого он собственноручно убил. В результате, живя в собственной резиденции, было гораздо более обнадеживающе и удобно для Хань Ли. Однако всякий раз, когда он думал о докторе Мо, Хань Ли, естественно, не мог забыть тот печальный факт, что он был еще под контролем мертвеца. Период времени после смерти доктора Мо, он внимательно осмотрел свое тело, и внутренне, и внешне, бесчисленное количество раз. Он до сих пор не удалось уточнить поток холодного иньци, скрытый в его дантянь. Хань Ли пытался использовать чистый спиртовый порошок и другие известные методы развенчания яда, но, к сожалению, ни один из них не был эффективным. Казалось, что долгий путь, который он должен пройти в 1 год, был неизбежным. Глава 67. Техника огненного шара. Хань Ли, который уже полдня сидел, вдруг поднял левую руку и выпрямил один палец с невыразимо таинственным видом. Но вскоре после этого пространство, в полудюйме от его эрегированного пальца, вдруг заколебалось, и появилось несколько небольших искр огня. Когда искры впервые появились, они немедленно сделали звук, когда они скрутились и повернулись в воздухе, чтобы сформировать размером с грецкий орех шарик красного пламени. Хотя этот огненный шар не был велик, палящая жара исходила от небольшого огненного шара, проходящего через всю комнату. Как Хань Ли полулежал, его лицо все еще было покрыто его книгой.
Он, видимо, спал, если бы не тот факт, что небольшой шар на кончике пальца продолжал выпускать зила. Зила — звуки высокой температуры горения. Это, в сочетании с его застывшим пальцем, заставляло Ханьли выглядеть странно. Как минуты медленно, огненный шар продолжал придерживаться такой же кипучей энергии, не имея какого-либо намека потухнуть. Впрочем, Ханьли в конце концов сместился. Он использовал палец, чтобы поддержать огненный шар и заставить его слегка дрожать. Дрожь от его пальцев выросла, перенеслась на его запястье, потом всю руку. Вскоре, всем своим телом, он начал дрожать. Внезапно Ханьли сел на кресло, даже не осознавая, что книга упала с его лица на землю. Его два глаза смотрели решительно на огненный шар в его руках, и его лицо покраснело от задержки дыхания. От лба до шеи на его открытых участках кожи появлялись мелкие капли пота, появляющиеся как будто он только что закончил выполнять интенсивные тренировки, которые привели к перегреву его тела. Через некоторое время шар начал раскачиваться вместе с интенсивным качанием Ханьли. Было много плавающего пламени в один момент, мало в следующем, не в состоянии поддерживать постоянное состояние. Вскоре после этого стало опять мало. Пламя сжалось, искры растаяли в воздухе. После того, как огненный шар исчез, Ханьли почувствовал себя, как человек с удаленным позвоночником. Его боль сильно расходовала его энергию. Крайне истощенный, он полулежал на стуле. Эта техника огненного шара очень сложна. Хотя я изучал эту технику в течение полугода, я все еще могу иметь полный контроль над ним. Максимум, что я могу сделать, это продлить ее продолжительность немного, разговаривая сам с собой. Ханьли уставился в потолок. Выяснилось, что последние несколько страниц книги «Стиля Вечной Весны» содержат ряд магических приемов. На первый взгляд было видно, что это был начинающий уровень техники для культиваторов, кто только что вступил в секту. Поскольку все, что он знал, было заклинанием «Стиля Вечной Весны», это заставило Ханьли чувствовать, что он получил сокровище, и в течение нескольких ночей подряд он не мог спать из-за его волнения. Поскольку он был непосредственным свидетелем, как доктор Мо использовал лишь несколько магических приемов, неудивительно, что он был в восторге. Ханьли нашел силу страшного доктора Мо, чтобы он осмотрел внушительную коллекцию техник с большим интересом. К сожалению, Ханьли, который в настоящее время был на пике 6-го уровня заклинания «Стиля Вечной Весны», он был как нищий, который держит золотую чашу и просит милостыню. Поскольку он никогда не учил никаких основных магических техник, он оказался неспособным выполнить даже простейшие заклинания. Но теперь он вдруг наткнулся на несколько техник заклинаний. На последних страницах книги было 5 приемов и соответствующих заклинаний. Это были огненный шар, блокирующий душу талисман, царский полет, телекинез и глаза Бога. Все приемы и заклинания все еще были очень древние, глубокие, и их было трудно понять. Это было неудивительно, так как заговоры состоят из слов и фраз из древнего языка. Даже если он прочитал довольно много книг, он имел весьма поверхностное представление о древних текстах, так что он не смог сразу понять определенный смысл. Беспомощный и без выбора, Ханьли наконец-то приступил к изучению «Стиля Вечной Весны», как будто его жизнь была в зависимости от этого движения прямо в куче разных книг, которые относятся к старым, классическим языкам. Он с горячью изучал значение заговоров каждый день и ночь, ломал себе мозг несколько десятков раз над каждой фразой и каждым словом. Отказываясь бросить, Ханьли решил полностью понять все приемы, перечисленные в книге. Хотя он никогда не ходил в школу или академию, чтобы получить формальное образование, он понимал, что делает ошибку при культивировании безгранично мощной энергии. Это гораздо труднее, чем вывести из себя наваждение и усвоить эти приемы. Думая о своем личном благополучии, Ханьли был наполнен трепетом и страхом, не смея даже быть чуть небрежным. После 3 месяцев интенсивных исследований, Ханьли наконец-то сумел добиться такого уровня мастерства в теории, заклинаниях и научился применять их. В результате он, наконец, начал по-настоящему практиковать эти методы.
Однако, безумный способ Хань Ли изучать выступил с большим умственным ударом своему энтузиазму и выносливости. Он изначально планировал положиться на разум, который был дополнен стилем вечной весны, и думал, что изучение магических приемов не должно быть сложно, но кто знал, что он вдруг как-то странно попадет в тупик. Он, очевидно, знал теории и методы, но когда пришло время применить их на практике, он никогда не мог ими управлять, чтобы добиться успеха, что бы он ни делал, он не мог сделать это правильно. Он не знал, было ли это потому, что заклинания были неправильными, или он прочитал неправильно заговоры, или его магическая сила была не в нужном месте. Не удалось найти причину, Хань Ли чувствовал себя очень глупо. Хань Ли не знал, что является причиной его неудач, но если бы это был недостаток в магической энергии, у него будет есть еще 2 вида духовных трав, и проблема будет решена. Впрочем, это была особенная проблема. Хань Ли пришел к выводу, что его врожденный талант для выполнения небесного искусства не был так велик, как ему показалось. Только после длительного периода обучения он, наконец, обрел небольшой успех в технике огненного шара и технике небесного глаза. Что касается остальных 3 магических приемов, ему не удалось, он был не в состоянии даже дотянуться до своих первоначальных слоев. С большой тревогой он мог сосредоточиться только на технике огненный шар и технике глаза Бога. Он питал совсем немного надежды в этих 2 небесных искусствах, так как они были единственными, которые он мог понять. Среди них сила техника огненного шара не разочаровала Хань Ли, а даже значительно превзошла ожидания Хань Ли. Несмотря на небольшие размеры, огненный шар содержал ужасающе высокую температуру, которая не может быть недооценена. Не было ничего, чего огненный шар не смог бы сжечь. Даже если огненный шар коснулся лезвия, изготовленного из закаленной стали, сталь сразу же станет жидкой при контакте. Столкнувшись с такой нечеловечески страшной мощью, Хань Ли даже бросил шар в лужу воды, чтобы проверить его. При контакте реакция лужи воды была похожа на масло, и сразу засветились вместо того, чтобы погасить огненный шар. После понимания огромной власти техники огненного шара, Хань Ли наконец понял, почему Юй Чжитун взглянул на смертных с возвышенным отношением. Теперь, когда Хань Ли думал об этом, посредственный культиватор, который знал небесное искусство, подобной технике огненного шара мог легко убить экспертов Цзянху. Если бы он был немного сильнее, он мог легко пронестись по Цзянху. Разница в силе слишком велика. Неудивительно, что Юй Чжитун смотрел на нормальных смертных, как если бы они были насекомыми, которых он мог раздавить под ногами. Глава 68. Отравленный. Что касается других методов, Хань Ли возлагал большие надежды на технику глаза Бога, став свидетелем страшной силы, которую содержала, казалось бы, простая техника огненного шара. После его выполнения, тем не менее, Хань Ли понял, что этот магический прием был просто небольшим переносом энергии в глаза. Тем не менее, его было просто освоить без каких-либо трудностей. Однако, технику глаза Бога, казалось, легко освоить, потому что его труд был прямо пропорционален силе своей цели. Ему было все более трудно овладеть ею по мере того, как сила цели увеличивается. Его функции ориентированы в первую очередь на проверки силы и частоты магической силы, принадлежащей к культиватору, что делало его полезным. Сначала Хань Ли был веселым и использовал технику глаза Бога на оба глаза. Затем он использовал свои глаза, наполненные магической силой, чтобы проверить состояние его собственного тела. Через его расширенное восприятие он увидел тусклый белый свет, проникавший в его тело. Чем ближе он подходил к его дантянь, тем более плотным он становился. Белым светом была его магическая сила. Когда Хань Ли увидел это, он не мог не протянуть руку, чтобы прикоснуться к белому свету. Впрочем, он вообще ничего не чувствовал. Он заметил, что магическая сила была похожа на воздух, оба они были бесплотны и невидны, и только через использование техники глаза Бога он мог надеяться на возможность осмотреть его. Но после нескольких проверок подряд, Хань Ли полностью потерял интерес к технике глаза Бога. Его потеря интереса была связана с тем, что он был совсем один во всей секте Семи Тайн.
На кого он мог использовать технику глаза Бога? Он не мог провести весь день самовлюбленно разглядывая себя. Таким образом, помимо активизации его обучения технике огненного шара, которую, как он надеялся, у него будет возможность использовать во время реальных боевых действий, Хань Ли переключил свое внимание на другие виды магии, техники, которые ему еще предстояло узнать. Он начал практиковать потихоньку другие магические приемы и в повторяющемся порядке. Слегка восстановив часть энергии его тела, Хань Ли мог только вздохнуть, подумав о сложности обучения другим магическим техникам. Частота его жалоб, однако, значительно снизились за то время, как он продолжал практиковать приемы. Дон-дон часы возле входа в долину прозвучали, его сигнал распространился по долине. Хань Ли морщил брови. Он не знал почему, но в последнее время количество людей, которые приходили на помощь, неожиданно увеличилось. Кроме того, у большинства из них были сломаны руки, ножевые ранения, ранения от снарядов и другие подобные внешние повреждения. Он не смел пренебрегать его пациентами, потому что помогать человеку — это как пособничество в тушении пожара. Он собрался и схватил свою лекарскую сумку. У входа в лесную долину рано утром Хань Ли узнал ученика высокого рейтинга по ношению вышитой одежды. Ученик взволнованно ходил взад и вперед рядом с большими часами, как муравей на горячей сковороде. Увидев Хань Ли, он сразу же поспешил к нему. «Доктор Хань, пожалуйста, следуйте за мной. Мой хозяин был отравлен и находится на грани смерти. Я буду очень признателен, если вы посмотрите, чтобы увидеть, можете ли вы удалить яд из его тела». Как только этот человек подошел, Хань Ли понял, что ученик имел знакомое лицо. Он видел его несколько раз, он понял, что мужчина был самым любимым учеником старейшины, Ма Жун, который ранее навещал Хань Ли несколько раз от имени своего господина. Таким образом, Ма Жун практически можно считать знакомым. «Отравили?» Хань Ли спросил и сразу пошел по дороге. Когда они двинулись в путь, Хань Ли мрачно спрашивал о деталях несчастья старшего Ли. Хань Ли знал, что были некоторые яды, в которых даже он сам не имел опыта. Да, мой хозяин подрался с членом банды одичавшего волка во время путешествия вниз по горам, чтобы заботиться о некоторых делах. В конце концов, он был неосторожен и перенес нападение с темно-зелеными семенами. Во-первых, мой мастер был не слишком взволнован и даже отомстил, убив своего противника. Кто знал, что яд вдруг вступит в силу на обратном пути поднятия в гору, в результате чего он упал без сознания? Вы пытались искать помощи у других врачей? Мы, конечно, пытались. Если бы это был обычный яд, то я бы не тревожил вас, доктор Хан. Эти врачи-шарлатаны, другие, зная, что мой хозяин страдал от редкого яда, не смели прописывать лекарства, Ма Жун сказал с весьма недовольным лицом. Когда Хань Ли слушал, выражение его лица не изменилось. Он торопливо последовал за Ма Жун вниз, единственный шум, который он сделал, был «Н». Вскоре, однако, в его сердце возникли сомнения. По правде говоря, он не очень хорошо разбирается в лечении ядами. Если это является внутренней или внешней травмой, лечение может зависеть от нескольких видов лекарственных трав. Но для лечения некоторых редких смертельных ядов он не был уверен, что он будет в состоянии обеспечить решение проблемы. Хоть у него и был порошок, противоядие, чтобы вылечить сотни ядов, в мире есть бесчисленное количество ядов. Кто знает, сможет ли этот чистый дух вылечить конкретный яд, который вредит старейшине Ли. Множество местных врачей были совершенно бесполезными в исцелении ядовитых веществ, но были и способные, в противном случае, их бы выгнали с горы старейшины секты Семи Тайн. Ведь секты не могли себе позволить поднять группу некомпетентных медицинских учеников, которые не смогли излечить даже мельчайших травм. Однако, они не смели даже прописать простой рецепт, показывая, что этот яд был неприятной проблемой, с которой они никогда не сталкивались прежде. Хань Ли мог выжить только имея много скрытых карт и возможность приспосабливаться к любой ситуации. Даже если он не сможет сохранить старейшину Ли, это не обязательно приведет к снижению его собственной репутации.
Ведь не было никаких лекарственных богов, что могут вылечить всякую болезнь. Пока Хань Ли тщательно уточнял свой план, Мажун практически заставил Хань Ли поторопиться. Таким образом, оба поспешили к резиденции старшего Ли. Видя его столь энергичным, Хань Ли знал, что их отношения ученика и учителя были довольно глубокие. Хань Ли чувствовал себя немного печальным, потому что он вспомнил свои отношения с доктором Мо. Хотя они были мастером и учеником, их отношения были похожи на отношения двух врагов. Если бы только их отношения были столь гармоничны, как между Мажун и его хозяином. В глубине своего сердца Хань Ли всегда сохранял уважение к доктору Мо. В конце концов, его медицинские знания и стиль вечной весны были переданы ему покойным. Но, к сожалению, этому было не суждено быть. Небеса диктуют, что оба не смогли бы жить в этом мире, заставляя их бороться интенсивной борьбой, в которой доктор Мо погиб случайно, от рук Хань Ли. Думая о своем прошлом, в воспоминаниях, Хань Ли вздохнул. Затем Мажун привел его к старцу. Глава 69. Ли Фэю и девушка. Резиденция старшего Ли не была чем-то экстравагантным, это был всего лишь небольшой, скромный дом. Вокруг было несколько домов, в непосредственной близости в 2 метра и толщиной в полметра грязные стены, опоясывающие простой двор. Перед ним был проход в виде арки, через который Хань Ли мог видеть, что двор был наполнен многочисленными посетителями. Войдя во двор, Хань Ли понял, что реальное количество людей было гораздо больше, чем то, что он увидел из-за пределов ворот. Они, собравшись в группы по двое или по трое, обсуждая государственного старейшину Ли о чем-то негромко переговаривались. Хань Ли уже слышал, что старейшина Ли был добродушным человеком в секте Семи Тайн. Независимо от того, был ли это ученик более низкого ранга или уважаемый коллега, он редко на кого-то сердился, не боролся за власть и прибыль в секте. Как следствие, он обрел уважение со стороны других участников секты, и его популярность была очень высока. Когда старейшина Ли заболел от яда, все с высоким статусом в секте в конечном счете выразили свое почтение лично или через представителя. Ни один человек не промолчал независимо от того, были ли у него искренние или лицемерные намерения. Как следствие, вскоре двор наполнился толпой людей. Как только Хань Ли вошел, он был узнан людьми во дворе. Самый низкий уровень тут же окружил его, каждый стремясь быть первым, чтобы поприветствовать его. «Как ты, бог медицины Хань?» Доктор Хань пришел. Волна доброжелательности прокатилась и постоянно окружала его. Даже если он не хочет слышать бесконечного шума, у него нет иного выбора, кроме как терпеть. Увидев эти рожи, наполненные энтузиазмом, Хань Ли аналогично ярко улыбнулся, не потеряв в толпе своего великолепия. Однако, хотя он, казалось, был крайне обходителен, он был действительно лицемерен. К счастью, те, кто обладал высоким статусом, такие как вице-лидеры секты и старшие, беспрекословно кивали головой в направлении Хань Ли, выражая приветствие, не делая ни шаг в его направлении. Видя, что они не хотят доставлять неудобства Хань Ли, у него сложилось хорошее впечатление об этих уважаемых людях. Из-за низкого статуса Мажун он не смог ничего, кроме того, как стоять в стороне с выражением беспокойства. Когда защитники пытались приблизиться к Хань Ли с их постоянным потоком любезностей, Мажун открыто беспокоился. Наконец, после того, как Хань Ли поприветствовал последний человек, Мажун не мог больше ждать и тут же бросился вперед, хватая руку Хань Ли с одной стороны и затащив его прямо в дом. Этот грубый и импульсивный поступок разгневал нескольких человек, кто хотел бы установить близкие отношения с богом медицины Хань Ли, они выражали свое недовольство. Снаружи Хань Ли была вымученная улыбка, но на самом деле он был вполне доволен решением Мажун. Таким образом, он мог, наконец, избавиться от тех, кто беспрерывно раздражал его. С чувством неотложности Хань Ли рванул в гостиную за Мажун. Там было не очень много людей внутри, за исключением нескольких членов семьи и 2 старейшин. Лидер секты Ма тоже был здесь, но чему удивился Хань Ли, так это то, что Ли Фэю также был в номере. Хань Ли был в шоке.
Потому что он знал, между Лифею и старейшиной Ли не было никаких взаимодействий, так зачем он здесь? Так же, как его голова вот-вот лопнет от вопросов, Хань Ли заметил, что старший ученик Ли утешал миниатюрную девушку со слезами, стекающими по ее лицу. Выражение лица Лифею было пронизано следами эмоций, взгляд, который был очень отличается от того, который он обычно демонстрировал ученикам. Глядя на влюбленного Лифею, Хань Ли вдруг понял, что происходит. Ошарашенный, он не мог помочь, но думал, что это было очень смешно. Хань Ли быстро и тщательно изучил внешний вид молодой госпожи, желая видеть только то, какая красота может заставить Лифею ни на что не обращать внимания ради любви. Барышня выглядела лет на 15-16 лет и носила заколку Джаспер. Кроме того, она носила зеленое платье лотоса, у нее были сладкие и приятные черты лица, непослушный и озорной вид. Несмотря на это, ее глаза были опухшие красными, что делало ее очень милой, но жалкой. Ее удрученный вид побуждал людей утешить ее. Для чайной церемонии. Она действительно является самой правильной госпожой, воскликнул Хань Ли на несколько мгновений про себя, думая, что для Лифею было простительным подпасть под чары любви этой дамы. Может быть, это потому, что он понял, что Хань Ли изучал эту юную госпожа, но Мажун был быстр и ввел всех в дом к Хань Ли для того, чтобы создать ощущение уюта. Лидер секты Майбелой столкнулся со старостой Цань, которого Хань Ли увидел прямо перед собой, и он немедленно взял на себя инициативу, чтобы сделать шаг вперед, чтобы проверить тело. «Приветствую вице-лидера секты Ма, старейшина Цань». «Хе-хе». Молодой доктор Хань прибыл. Лидер секты Ма вел себя, как будто он был близким другом Хань Ли, как будто не было никакой разницы в их статусе. «Доктор Хань, почему вы упоминаете слово «молодой»?» Хань Ли молча проклинал его в душе, в противоречии с фразой вице-лидера секты Ма. С другой стороны, отношение старшего Цань был холодным и отрешенным. Он лишь кивнул головой, действуя в полной противоположности с лидером секты Ма. Хань Ли не обиделся на равнодушие старшей Цань, поскольку он знал, что старший Цань практикует особый метод выращивания, который требовал от него, чтобы тот разорвал все чувства и желания, заставляя его относиться ко всем с той же холодностью и безразличием. В дополнение к лидеру секты и старшему Ма Цань был еще один высокий, крепкий и краснолицый старейшина, с которым Хань Ли не был знаком. Пальцы этого старца были грубы, все 10 были короткими, толстыми и твердыми, от этого это было видно с одного взгляда, что этот старец был обучен в специальном боевом искусстве. Это старший Чжао, близкий друг моего господина. Ранее его задачей было контролировать сбор отдела сокровищ за пределами горы. Он вернулся 2 дня назад, Мажун сказал, представляя старейшину Хань Ли. В сторону Хань Ли от старейшины Чжао было ни холодно, ни тепло. Он сделал «ан» звук носом, не сказав ни слова, но сомнение в его глазах было очевидным. Он явно не доверял навыкам бога медицины Хань Ли из-за его молодого возраста. Поскольку у старейшины Чжао, казалось, не было благоприятного отношения к нему, Хань Ли, естественно, не брал на себя инициативу, чтобы лебезить перед старшим Чжао. Следуя примеру старшего Чжао, Хань Ли использовал тон, чтобы выразить уважение, но старался изо всех сил, чтобы избежать другого человека. Глава 70. Подстрекательство. Было очевидно, что лидер секты Ма почувствовал неприязнь пары. Он не только не волновался, но его лицо выражало веселость. Даже если доктор Хань столь молод, его лекарственные способности, можно сказать, достигли совершенства. «Я считаю, что под присмотром доктора Хань старейшина Ли может избежать смерти», внезапно сказал он, расхваливая целебные способности Хань Ли. Действительно, он так молод, и его целебные знания исключительные. Ну, я действительно не верю. Не говори мне, что его медицинские знания даже лучше, чем медицинские знания доктора Мо. Услышав эти слова, несколько членов семьи стояли в недоумении, не зная, что делать. Они знали, что судьба старейшины Ли находится в руках Хань Ли,
Они даже надеялись, что этот маленький бог медицины сможет извлечь яд и спасти его жизнь. Друг партии, старейшина Ли, старший в секте Семи Тайн, открыл рот, чтобы опровергнуть слова старца Чжао. Хе-хе. Старший Чжао не понимает, что маленький доктор Хань является учеником доктора Мо, и его целебные знания уже значительно превышают доктора Мо. Заместитель лидера секты тайно ухмыльнулся, добавив дров в огонь. Даже если бы этот маленький мальчик начал учить, когда он еще был в утробе матери, он бы не смог достичь такого уровня. «Я все равно вам не поверю, если только не увижу лично собственными глазами», сказал старейшина Чжао, качая головой, как пальмовые листья от ветра. Он был все еще не желал напрямую критиковать Хань Ли и, следовательно, подпадал в ловушку вице-лидера секты, оскорбив кого-то, кого он не оскорбил. Старейшина Чжао мог показаться грубой и безудержной личностью, но независимо от его отношения, он не дурак, который бы опрометчиво оскорблял другого члена секты без подтверждений личности. Ведь ему удалось удерживать высокий статус старейшины и сохранить эту позицию. С другой стороны, Хань Ли закатил глаза, думая про себя: «Зачем мне нужно доказывать вам, хороши ли достаточно мои целебные навыки?» Он знал, что лидер секты Ма намеренно так ответил, но Хань Ли все еще чувствовал себя немного подавленным. Было очевидно, что старейшина Чжао и лидер секты Ма не были одной фракцией и даже были немного во враждебных отношениях. Прием смешанной круговой ладони, которому старейшина Чжао был обучен в совершенстве. Его мощь безгранична. Хэн. Как можно сравнивать с сектой таинственного лидера Майн-Палец? Казалось, что старейшине Чжао было наплевать на личность другого вице-мастера секты. Невозмутимо и без каких-либо следов вежливости, вице-магистр секты Ма ответил: «Ха-ха. Старейшина Чжао незаслуженно похвалил меня». Было видно, что лидер секты Ма был человеком, который прятал ножи в улыбке. Он действительно не прочь посоревноваться в сарказме со старейшиной Чжао. Это был не первый раз, когда старейшина Чжао столкнулся с такой ситуацией, он не мог ничего поделать. Он мог только закрыть рот, не желая спорить с толстокожим противником. Он внутренне чувствовал, что мог ответить, он не мог сформулировать это. Хотя лидер секты Ма не была в той же фракции, что старейшина Чжао, это был первый раз, когда они были замечены в конфликте среди верхних эшелонов, где так много юниоров. Неизвестно было, были ли у них какие-либо хитрости. Как он слушал, как две противоборствующие стороны обмениваются резкими словами, выражение Хань Ли не менялось, он прикинулся несведущим и не знающим ничего. Но в душе он знал, что лидер секты Ма в очередной раз пытается спровоцировать раскол в отношениях между Хань Ли и старшим Чжао. Лидер секты Ма косвенно атаковал своих противников словами с тех пор, как он встретил Хань Ли, стараясь сблизиться с богом медицины в своей фракции, тем самым расширив свое влияние. Впрочем, Хань Ли никогда даже не рассматривал возможность присоединения к внутренней борьбе за власть в секте Семи Тайн. Это было не потому, что он был намеренно в стороне от политических и материальных целей или потому, что он был высокомерным, но с тех пор, как он вступил в контакт с доктором Мо, Юй Чжитун и другими людьми высокого статуса, его устремления были гораздо выше, тем более что он узнал два различных типа заклинаний. Он придавал внутренней борьбе секты Семи Тайн минимальное значение. Хотя сила Хань Ли не была слабой, он не хотел обидеть человека более высокого статуса. Именно по этой причине он решил не давать четкий ответ, не принимая приглашения от верхнего эшелона. Просто так настала очередь вице-лидера секты Ма испытывать бесконечные головные боли. Хотя глубокие лекарственные навыки Хань Ли сделали так, что он мог действовать упорно, Хань Ли держал его ответ на протяжении длительного периода, что очень расстраивало вице-лидера секты Ма. До этого дня Хань Ли до сих пор отказывался присоединиться к своей фракции, и он не давал прямого ответа. Но для того, чтобы не допустить, чтобы Хань Ли вошел в другие фракции, лидер секты Ма должен был сделать все возможное, чтобы разрушить отношения между Хань Ли и другими членами высшего эшелона, разжигание дисгармонии. Была ли та детская тактика была эффективной или нет, Хань Ли не знал, но до сегодняшнего дня это был первый случай,
когда верхняя фракция сильно раздражала его. Сейчас лидер секты Ма делает все возможное для подрыва отношений Хань Ли и старейшины Чжао, вероятно, желая, чтобы у него не было хороших воспоминаний об этом старце. Мажун, заметив начало ссоры, чувствовал немного паники в душе и поспешно продолжил вести Хань Ли. «Это жена моего господина, Лиши», он указал на средних лет женщину, которая имела некоторое сходство с молодой госпожа. Это. Барышня на стороне Лифэю был представлена до этого. Ее звали Чжан Сюэр. Неожиданно она оказалась племянницей старейшины Ли. Когда он ввел Лифэю, другие намеренно сделали вид, что не признают Хань Ли, делая холодный, неприступный вид. Это заставило Мажун, который был инициатором, чтобы его представить, чувствовать себя неловко. Он поспешно прошептал объяснение Хань Ли, сказав: «Протектор Ли всегда был таким. Это его нормальное поведение и не направлено на вас, доктор Хань. Прошу вас, не принимайте это лично». Хань Ли чуть улыбнулся, понимая, что Лифэю не хотел раскрыть свое отношение перед таким количеством людей. Его поведение ничего не значит для меня. Я не опущусь, выпрашивая внимание со стороны других людей. Сейчас лучше посмотреть на состояние старейшины Ли, чем тратить время на ссоры. Спасение жизни важнее. Хань Ли намеренно сделал пренебрежительный комментарий в сторону Лифэю. Мажун, услышав это, успокоился и пригласил всех в спальню больного. Выслушав Хань Ли, губы Лифэю немного дернулись. Когда все повернулись к телу, он вдруг скорчил смешную рожицу в направлении Хань Ли, затем быстро вернулся к своему обычному виду. Он выглядел, как будто ничего и не было. Хань Ли сильно сопротивлялся желанию улыбнуться. Вскоре после он внимательно следил за старшим учеником Ли, подойдя к кровати старейшины Ли. Увидев черты лица человека на кровати, обычно смелый Хань Ли не мог не испугаться. Теперь он, наконец, понял, почему другие врачи не хотели выписывать лекарства. Прямо сейчас изначально здоровый лицом старший старейшина Ли оставался без сознания, но были пятна яда, размером медную монету, располагающиеся от его лица до его шеи и с рук до ног. Каждое пятно яда отличалось от других тем, что они разнообразны в различных аномально ярких цветах. Все, кто видел их, заметно волновался. Что было еще более проблематично для Хань Ли, что губы старейшины Ли были зеленовато-черными, и его черты лица были покрыты слоем темного воздуха. Это означало, что яд был в поздних стадиях, что делало комплекс задач спасения маленькой жизни старейшины Ли сложнее.